немного семян в пакетике. Вот смотрите, с 3 пакетиков воду добавлять нужно теплую. Прошла неделя с момента начала проращивания семян перца. Да. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы и огородники. Сейчас середина февраля. И это самое оптимальное время для средней полосы для начала посева рассады перцев. Перцы я буду выращивать в этом году крупноплодные. Я уже купил семена, 3 пакетика. Вот такие хочу посадить перцы. Это гибриды F1, перец сладкий, какаду. Я сейчас чуть попозже вскрою пакетик, посмотрим количество семян. А перед этим покажу вам вот такую вот штучку. Это называется проращиватель для семян, который я недавно купил в магазине Fix Price. Первый раз буду ей пользоваться. Посмотрим, насколько это удобно и насколько быстро прорастут в ней семена. Устроена она вот таким простым способом. Смотрите, здесь такой вот поддон невысокий, примерно около 2 сантиметров высотой бортики. В этом поддоне вот такая вот сетчатая подставочка, как такой противень. Смотрите, в мелкую дырочку. Дырочка примерно около миллиметра, я думаю. Пользоваться им очень просто. Сюда наливается вода. В воду можно добавить специальные препараты для ускорения прорастания семян. Можно добавить немножко марганцовки для протравливания и дезинфекции. Можно использовать другой препарат. Чуть попозже я вам его покажу, которым я пользуюсь. И семена, как вы понимаете, укладываются вот на эту вот решеточку. Сейчас я все приготовлю и я вам покажу. Да, и сверху, конечно, накрывается вот такой крышкой для создания парникового эффекта. Но это еще не все. Нужно создать будет, конечно, еще определенные температурные условия для того, чтобы перцы быстро, дружно и хорошо проросли. Я думаю, что многие из вас, кто давно уже занимается выращиванием перца, знают, что бывает так, что перец очень долго всходит. Это относится как к сладкому перцу, к семенам, так и к горькому перцу, к острому. Это бывает по разным причинам. Бывают семена неправильно хранились, бывают семена просроченные, пересушенные. Лучше всего, конечно, всходят и очень быстро всходят без всякой подготовки семена перца, взятого из свежих плодов, которые можно купить в любом продуктовом магазине. Там семена перца всходят буквально за несколько дней, 3-5 дней, и они уже прорастают при создании благоприятных условий, ну а именно при достаточно высокой температуре, плюс 25, плюс 27 градусов, очень быстро прорастают. Ну а если перцы из пакетиков семена, то, конечно, им нужна предварительная подготовка, а именно замачивание и проращивание. То есть предварительно нужно семена перца прорастить и уже после выбрать наиболее сильные ростки и пересадить их в отдельные емкости. Итак, давайте приступим непосредственно к самому процессу проращивания семян. Сейчас вскроем пакетик, посмотрим, какое здесь количество семян. Это удлиненные плоды получаются вот на этих гибридах. Здесь есть подробное описание. Ну, кому интересно, можете поискать в интернете, найдете там и увидите все характеристики данного гибрида. Ну вот на пакетике написано, что это высокорослый куст, глянцевые плоды до 200 грамм. А 200 грамм это, конечно, достаточно приличные крупные плоды. Кстати, если вы уже выращивали такие перцы этого гибрида, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления, насколько вам понравились вкусовые качества данных перцев. Итак, вскрыл я пакетик.
Семена находятся прямо внутри, без всяких двойных пакетиков. Вон они, семена. Ничем они не обработанные, просто как есть. Видно, обычные желтенькие семена перца. Небольшое их количество. Ну и теперь я их высыплю в поддончик. Немного семян в пакетике. Вот смотрите, с 3 пакетиков вот такое количество семян. Ну, не очень много. Если вы купите один перец в супермаркете, допустим, такой крупный, красный или желтый, там будет семян, ну, раз в 10 больше, и все они гарантированно у вас прорастут и вырастут такими же красивыми. Это уже проверено. Я выращивал неоднократно и показывал вам результаты выращивания перца из свежих семян. Можете посмотреть у меня на канале эти видео. Ну что ж, с виду такие все ровные, крупные. Посмотрим, как они, насколько они быстро прорастут, как они себя проявят. Но сейчас нужно залить в поддон воды, чтобы была повышенная влажность. Воду добавлять нужно теплую. Если у вас водопроводная вода, конечно, нужно ее предварительно отстоять, чтобы она отстоялась. Ну вот я половину где-то примерно налил, половину высоты поддона. И обязательно добавлю сюда мой любимый препарат из аптеки, который должен быть у каждого садовода и огородника, на мой взгляд. Это перекись водорода 3%. Она поспособствует быстрейшему прорастанию семян. Также послужит как антисептик для протравливания. Очень хорошие результаты с перекисью водорода. Я ее применяю практически на очень многих культурах, в том числе для укоренения виноградных черенков. Можете посмотреть, у меня есть отдельное видео, хорошо себя всегда показывает. Итак, добавлю примерно 1 чайную ложку на этот объем. Здесь воды немного. А вообще, обычно используют перекись водорода из расчета 2 столовых ложки на 1 литр воды. Можно использовать для опрыскивания, полива, рассады, а также комнатных растений. Теперь я сюда помещаю поддон с перчиком. Вот он у меня так как бы даже немножко плавает, получается. Ну, влага, я думаю, постепенно пройдет через маленькие вот эти дырочки, отверстия. Если вы налили воды не очень много, ее можно просто чуть-чуть долить. Аккуратно доливаем воду вот таким вот образом. То есть получается, что у нас вот этот вот поддончик с семенами, он как бы даже немножко плавает. И следующий этап — это создание парникового эффекта. Берем крышечку, которая в комплекте здесь прозрачная. Обратите внимание, я вам сразу не показал, у крышки есть вот такие по углам отверстия. Они нужны для вентиляции. Все-таки чрезмерная влажность также не нужна, чтобы семена не покрылись плесенью. Поэтому здесь есть вот такие отдушины для создания оптимальной влажности и для доступа, конечно, свежего воздуха. Вот такая получилась конструкция. Чем-то это мне все напоминает мыльницу. Сейчас вам поближе покажу. Вот. Теперь нужно, кроме всего этого, сейчас у нас создана влажность. Семена будут постепенно напитываться влагой. Посмотрим, насколько быстро они прорастут. Но тут очень важна при проращивании перца температура. Поэтому я поставлю этот поддон в такие условия, где температура у меня будет не ниже 25 градусов. 25-27 градусов я создам условия. Свет пока для семян не нужен. В принципе, я имею в виду свет такой, что прям досветка, такой вот длительный свет. Можно поставить даже этот поддон, если у вас нет подходящих условий, на холодильник, там где тепло, допустим. Но придется вам периодически проверять, чтобы не пропустить момент появления
корешка и раскрытия семидольных листочков. Это важно, потому что это момент, когда нужно будет уже пересаживать растения в отдельные емкости. Прошла неделя с момента начала проращивания семян перца. Давайте сейчас посмотрим, какие результаты. Я вам сейчас поближе покажу, чтобы было хорошо видно. Скажем так, процентов на 90 проклюнулись семена. Некоторые даже, вот смотрите, уже переросли. Их надо уже сажать в стаканчики. То есть результат меня полностью удовлетворил. Проращиватель для семян работает хорошо. Точно так же можно проращивать здесь любые другие крупные семена. Огурцы, баклажаны, кабачки и другие культуры. Конечно, с мелкими семенами здесь будут сложности. Но вот такие крупные семена, смотрите, как хорошо все проросли. Есть, конечно, которые и не проросли, либо вот на стадии находятся, только-только наклевываются. Некоторые уже вот просятся в стаканчики. Ну, в общем, хорошо данная система работает. Сейчас я вам покажу стаканчики, в которые я буду их пересаживать. Это мой стандартный вариант. Практически каждый год я использую такие пластиковые одноразовые 500-граммовые стаканчики. Это самый дешевый вариант, самый простой для того, чтобы посадить рассаду томатов, перцев, баклажан. Самый простой вариант. И, соответственно, самый дешевый. Можно сразу купить таких стаканчиков 100 штук. Это будет недорого. Заказать их в интернете. И у вас будет замечательные емкости для посадки. Очень удобные. Их можно использовать в течение нескольких сезонов. Они спокойно служат 2-3 сезона. Нужно только сделать, естественно, дренажное отверстие. Делаются они очень легко. Вот так сгибаем стаканчик. И ножницами, ножницы, конечно, желательно взять помощнее, подлиннее. Я вам просто показываю. Можно и маленьким, конечно, но удобнее делать ножницами, которые побольше. Просто отрезаем краешек, и получается вот такое вот, смотрите, дренажное отверстие. Вода хорошо из него стекает, не застаивается. Осталось только найти подходящий поддон, куда поместить такие стаканчики. Много места они не занимают, и сквозь них очень хорошо будет видно корневую систему. А также можно сориентироваться, насколько хорошо пропитан грунт водой, влагой, чтобы не перелить растения. Вот такой вариант стаканчиков я буду использовать. Видео о том, как посадить семена в такие стаканчики и как выращивать рассаду, у меня есть на канале. Можете его поискать и посмотреть отдельное подробное видео. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!